Перед началом, попросим вас подписаться на канал, нажать на лайк и колокольчик. Этими простыми для вас действиями, вы помогаете нам развиваться. Также нам важен ваш фидбэк, не стесняйтесь критиковать нас в комментариях, это помогает делать контент именно для вас. Заранее спасибо. Вы что, с ума сошли, что ли? Видимо, Володя расстроила цена вопроса, но это мы сейчас исправим. Для начала возьмем сапоги на нужной вам базе не ниже 86 уровня предмета, затем добавим на них влияние Веритании при помощи сферы. Если хотите, можете добавить качество 30% при помощи безупречного ископаемого. Пояснительная бригада. С патча 3.14 качество перед крафтом стало необязательным, так как добавить 30% теперь можно в бессмертном синдикате. Для этого нужен хилок в подразделении укрепления. Помним, что максимальный крафт станков синдиката дается только при убийстве Катарины, также владелец нужного нам станка, в нашем случае хилок, должен иметь 3 звезды. Теперь нам нужно найти мод влияния, а именно уворот от чар при помощи плотного ископаемого. Пояснение. Мы используем такой способ, чтобы исключить появление мода в жизни, что ускорит нахождение нужного нам мода. Помните, что нужно следить за тиром искомого мода, их 3, но вас устраивает только тир 1. Количество всегда разное, но в среднем выходит 20-30 кликов, но может уйти гораздо больше. Следите, чтобы мод влияния был единственным. Идем на трейд, и покупаем любые сапоги с модом попутный ветер. Следим, чтобы не было других модов влияния, это важно. Соединяем сапоги с сферой пробудителя. Чтобы сделать это правильно, жмем на сферу, потом на сапоги с попутным ветром. И только потом нажимаем на сапоги с уворотом. Готово? Нужно понимать, что мы никак не контролируем выпадение 3-го суффикса, придется принять тот факт, что он может быть закрыт ненужными статами. Если же у вас получился открытый суффикс, то вам стоит его закрыть резистами на этом этапе. Если с вами случилась такая неприятность, готовьтесь к лишним тратам. Проверяем, есть ли свободный префикс, если есть, то крафтим со станка суффикса не могут быть изменены. Идем в жатву и кидаем на сапоги рецепт молнии, получаем резист молнии, который мы можем изменить на любой другой, кроме хаоса, в той же жатве. Помните, кидаем только рецепт молнии, чтобы исключить выпадение ненужных модов. Если свободного префикса нет, то со станка вхокрафтим любой дешевый мод в суффикс, а потом используем изменить префиксы, не изменять суффиксы, рецепт жатвы. Стоит понимать, что если вы не закроете суффикс со станка, то с большой долей вероятности выпадет мод, который вы никак не сможете изменить, следите за этим. Теперь, когда у вас 3 суффикса, проверяем, есть ли открытый префикс. Если есть, то крафтим суффиксы нельзя изменить. Если нету, то используем изменить префиксы, не изменять суффиксы. Используем, пока не получим свободный префикс, а затем крафтим в него суффиксы нельзя изменить. Теперь мы смело можем перейти к самому интересному – добавлению иллюзива. Для этого крафтим на станке суффиксы не могут быть изменены. После чего отправляемся в жатву и находим рецепт на добавление крита. Крафтим. Единственный мод крита на ваших сапогах – иллюзив, так что получим его 100%, будьте уверены. Теперь у вас вилка Посейдона, в 3 варианта развития событий. Первый вариант. У вас иллюзив и 2 открытых префикса. Это хорошие новости, у вас джекпот. Второй вариант. У вас иллюзив, открытый префикс, плюс какой-то мод. Тут важно понимать, что у вас прокнуло. Если лайф 70 или выше, или скорость передвижения 30 или выше, то это тоже джекпот. Если нет, то вам придется снова крафтить суффиксы не могут быть изменены, и повторять действия с добавления крита. Третий вариант. Все ваши префиксы забиты, это не так хорошо, но, если у вас получилось получить иллюзив, плюс скорость передвижения 25 и выше,
и life от 50, то вы можете продать получившийся предмет и начать с самого начала, или носить их самому, так как результат не самый плохой. Если результат не устраивает, то применяем на вещь рецепт жатвы изменить префиксы, не изменять суффиксы, ищем свободный префикс, и повторяем добавление рецепта крита. Если хотите иметь идеальные цифровые значения суффиксов, то сейчас самое время этим заняться. Берем божественные сферы, и начинаем перфектить. Следить нужно только за значениями суффиксов, так как префиксы сейчас не имеют никакого значения. Теперь нам нужна эшлинг, которая добавит нам завуалированное свойство. Она должна быть в подразделении исследования, иметь 3 звезды, и не быть капитаном. Помните, что максимальные крафты мы можем получить, только убив Катарину. Этим, по всей видимости, и займемся. Получив завуалированное свойство, идем к Джун, скрытому мастеру, и раскрываем его. В 100% случаев берем скорость передвижения, и неважно, какой сопутствующий мод идет вместе с ним, но это не точно. Если хотите максимизировать цифровые значения префиксов, то это нужно сделать сейчас. Для этого, крафтим на станке суффиксы не могут быть изменены, после чего божественными сферами добиваемся нужного вам результата. Если хотите сэкономить, то максимизируйте только значение скорости передвижения, так как оно здесь самое важное. Осталось только добавить мод с лайфом, идем к станку и крафтом за 4 хаоса ловим цифровое значение 70, так как божественные сферы мы уже не можем применять, да и в одной божественной сфере 4 попытки реролла на станке, успехов. Если все посчитать, то цена получившихся сапог не превышает 6-8 экзальтов, при условии, что все ресурсы вы выфармите сами, покупая с трейда только сферы и базы. Если же будете пользоваться ТФТ, то ценник будет выше, примерно 10 экзальтов. Помните, доверяя свои вещи малознакомым людям, вы рискуете потерять их навсегда. Прежде чем что-то делать, думайте головой, возможно, это мудрость. Но это не точно. Если понравился гайд, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарий. Ах да, совсем забыла, более подробный текстовый гайд вы можете найти в Дискорде или ВКонтакте. Ссылки на все в описании под видео, заранее спасибо, пока.